Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем торт-мороженое. Попробуйте его приготовить со мной, я уверена, вам этот торт очень понравится. Легкий рецепт, совсем несложный, быстро печется. Кладете вы его в заморозилку, и буквально через 4-5 часов он уже готов. Намного получается и вкуснее, чем магазинный, чем покупной, и намного экономнее. Попробуйте его спечь, мои дорогие. Скоро будет лето. Сегодня нам нужно будет вначале, конечно, спечь корж. Для коржа мы возьмем 240 грамм муки. Это приблизительно 2 стакана. Просеиваем муку. Духовку сразу же включаем, разогреваться на 180 градусов. Сюда добавляем 1 чайную ложечку разрыхлителя, 1,5 чайной ложечки чайной соды. И разрыхлитель, и сода идет в тесто. Добавляем 2 столовые ложки какао-порошка не сладкого, 30 грамм это где-то. Сюда же добавляем 200 грамм сахарного песка, пол чайной ложки соли, ваниль или ванильный сахар. Все это хорошенько перемешиваем. Духовку, как я вам уже сказала, мы разогревать включаем сразу же, потому что тесто делается очень быстро. Нам не понадобится ни миксер, ничего. Все перемешали хорошенько, оставляем в сторону. 2 яйца. Сюда же отправляем 200 мл кефира, 1 стакан, полстакана любого растительного масла без запаха. И все это хорошенько перемешиваем. Очень быстро печется этот корж. Совсем недолго. И весь этот торт собирается тоже очень-очень быстро. Перемешиваем наши продукты, сухие и, так сказать, яйца с кефиром, все вместе. И у нас должно получиться вот такое вот, очень-очень такое твердая такая масса. Не бойтесь, она должна такая быть. Сейчас мы сюда добавим 100 мл кипятка. И осторожненько размешаем. Вот такое тесто у нас получается. Сегодня я буду выпекать торт в прямоугольной форме, вот в такой. Ее смазываем маслом, вы можете его спечь и в круглой. Если берете круглую, где-то около 26-28 сантиметров в диаметре, а у меня здесь 25 на 35. Отправляем все наше тесто в форму и отправляем выпекаться в духовку. 25-30 минут выпекаем. Вот так корж у нас уже выпекся. Посмотрите. Оставляем его остудиться буквально на 15-20 минут и начинаем. Вот так нам нужно будет порезать по краешкам и снять серединку. Так сказать, освобождаем место мы внутри. Не до донышка, не до донышка. Измельчаем наш этот коржик, так сказать, в крошку, в мелкую. Нам это все понадобится потом. 3-4 банана. У меня крупные бананы. Я беру 3, режем вот на такие круглые долечки. И укладываем в отверстие, которое мы сделали. Все уложили. Сейчас мы будем взбивать 500 грамм сливок, 500 миллилитров сливок. Мы должны взбить хорошенько-хорошенько. Вот до такого состояния. Сюда же добавляем 1 банку вареной сгущенки. 390-400 грамм в банке. Все это перемешиваем. Можно перемешать миксером на самых низких оборотах, а можно просто перемешать ложечкой. Выливаем наш крем сверху на уложенные бананы. Выравниваем лопаточкой.
Сверху сейчас мы присыпем нашей крошкой, что у нас осталось. И отправляем в заморозилку. В заморозилке можно будет его держать, конечно, очень-очень долго. Я сегодня его продержу где-то 4 часа и покажу вам, какой он у нас будет на срезе. Так как сливки у меня жирные, 30%, получается, не очень он заморозился. Но посмотрите, какой замечательный, вкусный, очень-очень красивый и очень сытный. Ну что, приятного всем аппетита и всем хорошего лета. Пока-пока.